Когда самолет мягко приземлился в аэропорту Чикаго, Эндрю Стивенс облегченно выдохнул. Командировка длилась почти месяц, и за это время он успел сильно соскучиться по дому, особенно по 8-летнему сыну Джейку. В работе Эндрю преуспевал. Несколько успешных сделок в Европе укрепили его позиции в международной компании, но усталость и желание вернуться к семье не оставляли его. За пределами аэропорта все выглядело привычно. Шум машин, люди спешат по своим делам, но Эндрю почти не замечал их. Шофер отвез его по знакомому маршруту через тихие улицы Чикаго, мимо ухоженных домов и детских площадок. Но когда машина свернула на улицу, где он жил, сердце Эндрю сжалось. На крыльце соседнего дома стоял Джейк в поношенной куртке с пустой миской в руках, прося еды у соседки. Этот момент поразил Эндрю сильнее любой деловой неудачи. Его сын, ребенок обеспеченного человека, вынужден был искать еду у чужих. Эндрю быстро выскочил из машины и обнял сына. Джейк обернулся, глаза радостно расширились, но Эндрю чувствовал не радость, а ледяной ком в груди. Внутри дома было пусто. Холодильник почти пуст, никаких горячих блюд, лишь несколько банок и немного молока. Мать Джейка, Кейтлин, вернулась домой позже с магазинов, не замечая, что их сын остался голодным. Она оправдывалась, что была занята, но Эндрю понял правду. Забота о семье отошла на второй план. Он сдержанно спросил, почему Джейк остается без еды, а Кейтлин лишь раздраженно возразила, что имеет право на личную жизнь. Внутри Эндрю все перевернулось. Успех в бизнесе и командировки ничего не значили, если его сын остается наедине с голодом. Он твердо решил, ребенок будет в безопасности, даже если придется разорвать брак. На следующий день Эндрю повел Джейка в кафе, где мальчик жадно ел блинчики, а Эндрю шептал ему: «Больше ты никогда не останешься голодным». Развод прошел быстро, но Эндрю настоял на опеке над сыном. Он сам готовил завтраки, забирал Джейка из школы и читал ему книги перед сном. Постепенно мальчик перестал бояться и вновь начал улыбаться. Однажды перед сном Джейк тихо сказал: «Папа, теперь я не боюсь остаться один». Эндрю понял главное: дом — это не стены и не деньги, а любовь и забота. Он решил, что больше никто не разрушит их маленький мир. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.